Глава 93. Всего через пару дней Селянь столкнулся с огромной опасностью. В монастыре закончилась еда. Сам принц мог прекрасно обойтись парайманту, тарелкой солений, да еще погрызть огурец, сорванный с грядки. Ему одному с избытком хватало тех подношений, что приносили жители деревни. Но теперь в монастыре прибавилось еще 3 рта. 2 живых человека и 1 живой демон очень быстро опустошили все его припасы. Дети ели не так уж много, но вот Цзэжун, умерший демон, поселившийся в теле взрослого мужчины и никак не желающий выходить, не уставал бранить Селяня, на чем свет стоит, за то, что тот не считает его за человека, раз кормит какими-то отходами, при этом съедал больше, чем любой из 4, отчего Селяню искренне хотелось запихнуть тому в рот днище сковороды. Когда есть стало совсем нечего, Селянь решил пройтись по городскому рынку, прихватив 2 мальчишек, и попробовать пособирать рухлядь и всяческий хлам, после чего покормить детей чем-нибудь вкусным. Если учесть, что обычному селяню не очень везло, то сегодняшнему селяню не везло в особенности. Обойдя весь город, он не нашел никакого подходящего хлама и, в конце концов, стоя на оживленном перекрестке, принял решение снова заняться привычным ремеслом. Принц усадил детей неподалеку, сам вышел на середину улицы и громко объявил: «Уважаемые земляки и приезжие соседи! Сегодня я впервые прибыл в ваши благодатные краи, и в кошеле моем ни гроша, поэтому представлю на ваш суд скромный плод моих изысканий в искусстве. Надеюсь на горячую поддержку, а также пожертвования в виде продовольствия или монет на обратный путь». Длинные рукава селяня изящно развивались, придавая ему облик истинного святого, голос звучал глубоко и звучно, поэтому очень скоро вокруг собрались праздные зеваки с вопросами: «Что ты умеешь?» «Ну-ка, покажи», — Селянь охотно ответил. «Желаете взглянуть на крутящиеся на шестах тарелочки?» Народ замахал руками. «Ничего сложного, простенький фокус, ерунда». «Еще что-то умеешь?» — Селянь предложил снова. «А что насчет разбивания камня на груди?» Люди опять заголосили. «Старье, старье». «Еще что-то умеешь?» Тут-то Селянь и осознал, что даже продавая собственное искусство на улицах, следует идти в ногу со временем. Его лучшие номера, которыми он промышлял когда-то, теперь безнадежно устарели, подобно хризантемам на следующий день после праздника хризантем, и уже ни у кого не вызывали восхищения. Видя, что толпа вот-вот разойдется, принц понял, иного выхода нет, и решил выкинуть козырную карту. Он выудил из рукава стопку собственноручно нарисованных защитных талисманов и произнес: «За просмотр представления получите в подарок защитный талисман ручной работы. Господа, проходите мимо, не проходите мимо». Едва заслышав о бесплатной раздаче, уже поредевшая толпа нахлынула вновь. «Что за талисманы? В каком храме благословлены императора Шинью? Они помогут привлечь удачу в денежных делах. Дай мне талисман божества богатства. Спасибо, я хочу талисман совершенного владыки Цзюяна. Оставь мне один, будь добр». Селянь ответил всем: «Нет. Нет. Я раздаю талисманы наследного принца Синьлэ. Благословлены они в монастыре водных каштанов, чудодейственные свойства гарантированы». Разумеется, гарантированы. Другим небожителям ежедневно поступает как минимум несколько тысяч молитв, от которых гудит в ушах, а все, что приходит сверх того, и вовсе поручается исполнить младшим подчиненным. Ну а Селянь получает даже в самые удачные дни не больше 10. Так скажите, у чьих молящихся шансы быть услышанными выше? Толпа презрительно фыркнула. «Это еще кто такой?» «Никогда о нем не слышали», — Селянь ответил. «Не страшно, если вы о нем не слышали, монастырь водных каштанов стоит всего в 7 миль отсюда, в деревне водных каштанов. Приглашаю вас наведаться туда. Только приходите, не обязательно приносить благовония». Однако не успел принц договорить, а толпу как ветром сдуло. Каждый, кто успел отхватить талисман, пройдя совсем немного, не глядя, швырнул его на землю. Селянь же бросился подбирать, поднимая талисман. Он отряхивал его от пыли и с невозмутимым видом прятал обратно в рукав. Подбирал и вдруг заметил, что перед ним остановилась пара матерчатых туфлей. Подняв взгляд, Селянь обнаружил перед собой пару черных глаз Лан Ина, уставившихся на него из-под повязок.
Селянь мягко спросил юношу, что-то не так. «Поди пока посиди вон там вместе с Гуци, подождите меня еще немного». Лан Ин хранил молчание. Внезапно на противоположной стороне улицы распахнулись ворота чьего-то дома, из которых с оглушительным криком вышвырнули человека. Шарлатан, послышался громкий топот шагов. Пара десятков прохожих тут же сбежались посмотреть на представление, и талисманы, которые принц не успел подобрать, мгновенно затоптали в грязь, измятые и изорванные. Селянь молча округлил глаза, но уже не стал подбирать талисманы. Отправив Лан Ина следить за Гуци, он последовал за всеми посмотреть, что же все-таки там случилось. Перед воротами дома принц увидел двоих безумолку спорящих мужчин. Один из них походил на богатого купца, другой, пожилой господин, скорее всего, являлся лекарем. Купец клокотал от гнева. «Что ты сказал мне, когда приходил вчера? Что все прекрасно и беспокоиться нет нужды, так? Что же стряслось сегодня? Моя жена не падала и ничем не травилась, как такое вдруг могло случиться?» Лекарь же во всеуслышание оправдывался. «Вчера, когда я осмотрел вашу супругу, она действительно пребывала в добрейшем здравии. Вам, как я погляжу, лучше поискать не лекаря, а монаха-заклинателя». Купец взъярился еще сильнее, упер руку в бок и ткнул в лекаря пальцем. «Мой сын еще не родился, кто тебе, шарлатану, позволил проклинать его? Берегись, я нажалуюсь на тебя куда следует, без гроша останешься». Лекарь подхватил свою сумку со снадобьями и врачебными принадлежностями. «Что толку от твоих жалоб? Я в самом деле не могу определить характер ее пульса. В жизни ничего подобного не встречал». Из толпы послышались советы. «Найди другого лекаря, лучше все-таки обратиться к заклинателю». Селянь инстинктивно ощутил, что дело явно нечисто, поэтому поднял руку в толпе. «Посмотрите сюда. Заклинатель здесь, я и есть заклинатель». Все взгляды вокруг мгновенно обратились к селяню. Кто-то удивился. «Ты разве не уличный артист, торгующий цирковыми номерами?» Селянь вежливо заметил, это лишь подсобный доход. «Разрешите?» Он направился через толпу к купцу. «Не могли бы вы отвезти меня к вашей супруге?» В доме раздавались женские крики и плач, ясно давая понять, что целая толпа женщин пребывала в крайнем смятении. Новый лекарь, которого вызвал купец, не мог прибыть в самое ближайшее время, и мужчина, решив, что пока сгодится любой, в самом деле схватил селяня и торопливо направился в дом. Принц же в свою очередь схватил и потянул за собой того, первого, лекаря. Войдя в дом, он увидел, что весь пол залит кровью, а на широкой кровати под разукрашенным пологом лежит молодая женщина, бледная и измученная. Казалось, от боли она вот-вот начнет кататься по полу, схватившись за живот, но, к счастью, ее крепко прижимали к кровати несколько пожилых дам и молодых прислужниц. Как только селянь переступил порог комнаты, у него по спине пробежал холодок. В комнате стояла крайне тяжелая темная энергия, источником которой являлось определенное место. Живот молодой женщины. Селянь немедля остановил купца и лекаря за своей спиной, выкрикнув: «Не подходите! С ее животом непорядок!» Купец со смесью страха и удивления воскликнул: «Моя жена рожает!» Лекарь и пожилые женщины, не в силах слушать его причитаний, в голос ответили: «Только 5-й месяц, как она может родить?» Тогда купец снова обрушился с гневной бранью на лекаря: «И если она не рожает, отчего же ты не можешь сказать мне, что с ней такое, шарлатан?» Даже пульс не смог трактовать, видя, что женщина вот-вот потеряет сознание, селянь прикрикнул на них: «Замолчите!» и ловким движением вынул фансинь. Остальные при виде внезапно сверкнувшего черным блеском холодного оружия в несколько чи длиной перепугались не на шутку. «Что ты собрался делать?» Однако прямо на их глазах селянь отпустил рукоять, и меч сам по себе поплыл по воздуху. На этот раз все остолбенели, потрясенные увиденным. Фансинь тем временем завис в воздухе, острие меча развернулось вниз, указывая прямо на выпуклый живот женщины. Оружие это обладало мощнейшей убийственной ци, и все вдруг увидели, как живот зашевелился и вспучился округлым шариком, который принялся метаться то в одну сторону, то в другую, перетекая то влево, то вправо. В конце концов, женщину разобрало сильнейшим кашлем,
и в процессе она выплюнула сгусток черного дымка. Фан Синь, который дожидался этого очень долго, одним ударом рассеял черный сгусток. Женщина пронзительно взвизгнула: «Мой сын!» И тут же лишилась чувств. Селянь наконец призвал меч, повесил обратно за спину и обратился к лекарю: «Порядок». Лекарь застыл, открыв рот и вытаращив глаза. Селяню пришлось несколько раз махнуть рукой перед его лицом, прежде чем тот нерешительно приблизился к женщине на кровати. Купец с радостью и надеждой спросил: «Мой сын жив?» К его удивлению, лекарь ощупал пульс женщины и робко пробормотал: «Его не стало». Купец на пару мгновений замер, а после снова взревел: «Его не стало». «Как мог случиться выкидыш?» Селянь повернулся к нему и поправил: «У вашей жены вовсе не выкидыш плода. Его не стало». Вы понимаете, что значит «не стало»? Да разве это не то же самое, что выкидыш? Существует определенная разница. Выкидыш — это выкидыш и есть. «Не стало» же означает следующее: изначально в утробе вашей супруги находился ребенок. Но теперь этот ребенок исчез. И в самом деле, ведь живот женщины только что вздымался, а теперь, очевидно, без каких-либо внешних повреждений, заметно сдулся, и к тому же крайне неестественно. Купец воскликнул: «Но ведь мой сын только что был у нее в животе». Селянь ответил: «Только что внутри находился вовсе не ваш сын. Живот вашей жены раздулся из-за того сгустка черного дыма». Лекарь убедился, что женщина всего лишь потеряла сознание и никакой опасности для жизни больше не существует, после чего удалился прочь. Купец обратился к селяню: «Дачжан, как следует вас называть? Из какого вы монастыря? Какому совершенному владыке служите?» Селянь ответил формальное: «Оставьте церемонии, моя фамилия Се», и уж было хотел добавить, что пришел из монастыря водных каштанов, но когда слова оказались на языке, он по какой-то причине решил их изменить: «Храм тысячи фонарей». Произнеся 3 слова, принц неожиданно для самого себя ощутил легкий жар. Купец удивленно охнул: не слыхивал. Должно быть, далеко отсюда. Селянь и сам не имел понятия, далеко или нет, поэтому тихонько хмыкнул в ответ. Обменявшись парой любезностей с принцем, купец все-таки в нетерпении спросил: «Дачжан, что же это за чертовщина такая? Моя жена все это время носила под сердцем вот эту нечисть». Сгусток черной ци, тема разговора сменилась, и селянь мгновенно сделался серьезным. Все ли время, доподлинно неизвестно. «Вы ведь сказали, что вчера, когда пригласили лекаря, с вашей супругой все было прекрасно. Тогда, должно быть, пульс еще пребывал в норме и сбился только сегодня. Боюсь, беда стряслась с плодом ночью. Не затруднит ли вас припомнить, возможно, ваша супруга вчера ночью что-то делала? Или, может быть, с ней случилась какая-то странность, вчера ночью ничего не случалось, моя жена даже не покидала комнаты. С тех пор, как вымолила этого ребенка, воскурив благовоние в храме огромного члена, она даже специально установила в доме алтарь совершенного владыки Цзюяна и ежедневно, не выходя за порог собственной комнаты, читала молитвы и возжигала благовония. Проявляя устрашающую набожность, селянь про себя произнес: «Вот если бы Фэн Синь узнал, что женщина столь ревностно ему молилась, его реакция уж точно всех бы устрашила». Затем, подумав, задал еще вопрос: тогда не видела ли она каких-либо странных снов? Купец вздрогнул от страха. Видела. Селянь тут же оживился. Купец рассказал ему: «Дачжан, вы поистине необычайно прозорливы. Моей жене вчера ночью действительно привиделся странный сон. Она увидела маленького ребенка, который с ней играл и называл ее мамой. Посреди ночи она почувствовала, будто что-то толкнулось в ее живот, и сразу же проснулась. Да еще с радостью поведала мне, что это, наверное, дитя в ее утробе не может дождаться встречи с родителями, поэтому приходила повидаться во сне. Я тогда даже посмеялся над ней». Селянь мгновенно определил: проблема именно в этом ребенке. Затем, помолчав, добавил, сколько примерно лет ему было. «Как он выглядел?» «Этого ваша супруга не сказала». Купец в испуге покрылся холодным потом. «Боюсь, она не запомнила. Уже тогда она сказала мне, что не знает точно, сколько ему лет,
но ей он показался совсем маленьким, а когда попросился на руки, оказался очень легким. Призадумавшись, Селянь продолжил: «Я спрошу у вас еще кое-что, и вы непременно должны ответить правдиво, иначе мы так и не доберемся до истины. Первое. Существует ли в вашем доме соперничество между женами и наложницами? Второе. Ваша нынешняя супруга когда-нибудь избавлялась от плода? Первый вопрос принц задал, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность насланного проклятия по причине соперничества или ревности. Ведь если женщина, круглый год томящаяся в глубинах внутренних покоев, взревнует мужчину, а она способна вытворить все, что угодно. Второй вопрос интересовал принца потому, что если женщина когда-то, без разумной на то причины, избавилась от ребенка, в ее теле могла сохраниться его остаточная затаенная злоба, которая не позволила бы новому ребенку спокойно родиться. Селянь еще неоднократно задавал мужчине вопросы, чтобы удостовериться, и тот отвечал, не увиливая, причем каждое предположение принца оказалось верно. В имении купца не только проживало несколько наложниц, которые целыми днями переругивались между собой, он еще и завел любовницу на стороне, которая только и ждала, что он приведет ее в дом. После опрошенные служанки госпожи также признались, что сначала она являлась лишь наложницей, и, забеременев однажды, поверила знахарю, который определил, что плод женского пола. Но ведь для того, чтобы подняться до статуса жены, женщине необходимо было родить сына, поэтому она выпила снадобье, тем самым избавившись от ребенка. Селянь, выслушав всех, почувствовал, что его голова вот-вот опухнет. Охваченный тревогой купец спросил: «Дачжан, неужели эта неродившаяся девочка пришла отомстить?» Селянь ответил: «Вполне возможно, однако нельзя быть уверенными до конца. Ведь ваша супруга не сообщила ни возраста ребенка из сна, ни его пола». Купец спросил: «Но, Дачжан, если сгусток черной ци забрался в утробу моей жены только вчера ночью, то куда же подевался мой собственный сын?»